Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Стройпрогресс 31. И сегодня мы сделаем обзор очень интересного одноэтажного дома площадью чуть больше 100 квадратных метров. При своих небольших габаритах дом может похвастать прекрасной планировкой. Здесь будет комфортно жить большой и дружной семьей. При этом у каждого будет свое личное пространство. Под одной крышей здесь разместились 3 спальни, причем родительская имеет свою ванную и обособлена от детских, так что каждый может жить полноценной жизнью и не беспокоить близких. В то же время здесь найдется место для всей семьи перед телевизором в просторной гостиной. Есть большой стол, где можно собираться на ужин, и большая терраса для посиделок на свежем воздухе. Мы постарались оптимизировать проект этого дома так, чтобы свести к минимуму расходы на его строительство. Как обычно, мы рассмотрим этот дом снаружи, прогуляемся внутри его комнат, а затем поговорим о его планировке и площадях. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и, возможно, именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Также мы можем подготовить для вас проект инженерных коммуникаций. В Инстаграме вы можете посмотреть планировку представленных здесь домов, а во ВКонтакте наблюдать за строящимися нами объектами. Также у нас есть второй канал непосредственно о строительстве. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Итак, для начала давайте рассмотрим наш дом снаружи. Конечно, первое, что бросается в глаза, это то, что у дома 2 входа. На многих последних проектах мы делаем такое решение. Один вход у нас это основной вход в дом, и второй это вход в котельную. Это сделано для того, чтобы вы могли, например, брать что-то из дома, если занимаетесь хозяйством на улице, и вам тогда не придется заходить в грязной обуви зимой в дом. Мы выполнили здесь обычный козырек односкатный. Это сделано для того, чтобы удешевить конструкцию. Дом здесь построен из блоков и облицован кирпичом. Здесь у нас стандартный светлый кирпич, слоновая кость или солома. И углы у нас отделаны шоколадом. Также у нас отделаны шоколадным кирпичом окна, и мы сделали вот такие пояски. Такое решение недорогое, но дом смотрится уже намного интересней. Сзади дома бросается в глаза большая терраса. Она у нас имеет 2 выхода, один выход из гостиной и один из кухни. В принципе, по желанию можно оставить только выход из кухни, а в гостиной сделать просто большое окно. Все-таки такие витражные конструкции – это расходы при строительстве и эксплуатации. Но я думаю, от большой террасы никто не откажется. У нас здесь можно поставить и стол, и кресло, и проводить время здесь с друзьями, можно хоть дискотеку устраивать на такой террасе. При том, что она у нас также односкатная, поэтому организовать ее будет недорого. Кроме того, вы можете залить сразу под нее фундамент, а саму террасу организовать уже после строительства дома, когда у вас будет возможность. Левый и правый фасад дома у нас фактически глухие, поэтому если у вас узкий участок и по бокам у вас сразу начинается забор соседский, то ничего страшного, вы ничего не теряете. Основные окна у вас на переднем и на заднем фасаде. Благодаря 2 входам у нас получается вот такое большое крыльцо, которое образует по сути веранду. Если вам не нравится такое решение с отдельным выходом из котельной, вы можете оставить один основной вход. Мы заходим в дом и попадаем в прихожую. Слева у нас есть место для большого шкафа, для трюмо, можно повесить одежду. Можно организовать вот такой вот пуфик, где можно присаживаться, чтобы разуться. В прихожей места достаточно. Мы здесь установили дверь. Например, если вы живете в холодных регионах, таким образом вам понадобится буферная зона. Первая дверь налево у нас это спальня взрослая. И первая дверь направо это как раз котельная. Ну, давайте начнем с котельной. Она у нас действительно большая.
Здесь с котельной мы выполнили целую гардеробную. Можно продлить ее еще на метр примерно. Таким образом, это целое отдельное помещение, но со входом из котельной. Сама котельная может использоваться и как постирочная, и как гладильная, и по прямому назначению для установки котла. Удобно, например, стирать белье, гладить его и сразу складывать в гардеробной на отдельной полке. Выходим из котельной и давайте пройдем в спальню. В спальне у нас здесь большая двуспальная кровать, напротив огромный шкаф, и в спальне мы организовали отдельный небольшой санузел. Здесь у нас душевая кабина или душевая ниша, разумеется, умывальник и сам унитаз. Очень удобно встать с утра, сразу пойти умыться, сходить в душ и уже выходить к семье. Идем дальше. Следующая дверь налево – это небольшой гостевой санузел. Таким образом, гости или вы можете пользоваться этим санузлом, не заходя в спальню. Направо у нас зона детских спален, прямо у нас гостиная и кухня. Кухня получилась большая. Она большая и прямая, то есть не Г-образная. Здесь много рабочих поверхностей, где можно нарезать еду, чистить овощи, мыть посуду сразу, что-то мыть из еды и готовить еду. И преимущество этой кухни – это вот такой большой стол, за которым свободно поместится вся семья. Ну и гостиная. Гостиная получилась огромная, здесь помещается большой диван, хватило места еще для такого вот читального уголка. Напротив можно поставить стенку с телевизором, ну и занять место, исходя из ваших потребностей. Большим преимуществом этой кухни и гостиной является то, что их можно выполнить раздельными. Для многих это важно, поэтому мы не забываем добавлять и такие проекты. Ну а теперь давайте пройдем в детские спальни. Они здесь выполнены отдельным блоком, не соприкасаются с дневной зоной гостиной. Здесь у нас одна спальня по левую руку, вторая спальня по правую руку. И прямо у нас ванная для детских спален. Ну или, например, если взрослые захотят принять ванную, у них будет такая возможность. Здесь, конечно, и умывальник, и сама ванная, и унитаз. Спальни получились приличного размера. Я думаю, любой ребенок был бы счастлив иметь такую комнату. Если, например, у вас больше, чем двое детей, то можно поставить здесь двухъярусную кровать, например, и спокойно получится поставить 2 рабочих места для того, чтобы дети могли делать уроки. Вторая спальня у нас получилась такой же, с той лишь разницей, что окно у нас выходит на передний фасад. Здесь у нас также рабочий стол, большая кровать помещается и напротив огромный шкаф. Вот такой проект дома. При своей небольшой площади, всего 102 квадратных метра, я думаю, он удовлетворит требования любой семьи. Особенно если учитывать ситуацию со строительными материалами сейчас. Мы стараемся не делать больших проектов. Теперь давайте рассмотрим планировку этого дома с привычного ракурса. Площадь прихожей составляет 4 квадратных метра, котельная целых 8 квадратов. Родительская спальня 12,5 квадратных метров и ванная чуть больше 3 метров. Гостевой санузел 2 квадрата. Площадь гостиной 16,5 квадратных метров, а кухня 14. Детские спальни 14 и 12 квадратов соответственно. Ванная 3,5 квадрата. В доме одна несущая перегородка, что удешевляет его постройку и позволяет использовать деревянные балки перекрытий. Вот такой проект одноэтажного дома. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и вы смогли почерпнуть для себя какие-то идеи. Мы продолжаем создавать для вас проекты продуманных и уютных домов, читаем ваши комментарии и учитываем ваше мнение. Мы желаем каждому подписчику иметь возможность и построить дом своей мечты.